Представьте, что у вас есть формула. Сплав гениальности, безжалостности, дисциплины и абсолютного контроля над эмоциями. Добавьте каплю авантюризма, отсутствие совести в бизнесе и почти религиозную веру в капитализм. Что получится? Правильно, человек, который изменит экономику навсегда. В мире было много богатых людей. Купцы, банкиры, промышленники, они строили заводы, продавали оружие, контролировали торговые пути. Но был один человек, который пошел дальше. Он создал целую систему, в которой деньги не просто текли в его карманы. Они работали на него как армия, как биологический организм, развивающийся и уничтожающий слабых. Его имя Джон Дэвисон Рокфеллер. Сегодня его фамилия означает богатство, власть, монополию, заговоры. Многие уверены, что его клан до сих пор управляет миром. Но что, если Рокфеллер не родился миллиардером? Что, если его таким сделали? Что, если он был самым крупным финансовым экспериментом 19 века? Эта история не только о деньгах, она о том, как человек становится символом эпохи, даже когда эпоха его ненавидит. Мир устроен несправедливо. Одним достается состояние по наследству, другие вынуждены зарабатывать каждую монету с нуля. Джон Рокфеллер принадлежал ко второй категории. Он не появился на свет с золотой ложкой во рту, но еще в детстве понял главное правило. Богатство – это не просто деньги, а контроль над ними. Отец Джона, Уильям Рокфеллер, был человеком, который не упускал ни одной возможности сделать деньги. Он был торговцем, целителем, авантюристом и мастером убеждения. Его основной бизнес – продажа чудо-лекарств, которые, по его словам, могли вылечить любые болезни, от простуды до смертельных недугов. В реальности это были настойки на спирту и нефти, но покупатели верили в их магические свойства. Он мог часами рассказывать истории о своем успехе, легко заводил знакомства и заключал сделки. Для него деньги были не целью, а инструментом влияния. Главное – убедить людей, что они нуждаются в том, что он продает. Мать Джона, Элайза, была полной противоположностью своему мужу. Глубоко религиозная, строгая и трудолюбивая, она придерживалась принципа, что честный труд – единственный путь к достойной жизни. Именно она привила детям дисциплину и привычку к экономии. В доме Рокфеллеров существовала особая система отношений с деньгами. Каждый ребенок получал плату за выполненную работу, будь то уборка или помощь по хозяйству. Но это был не просто способ приучить их к труду. Уровень заработка определял их значимость в семье. Чем больше денег ты приносил в дом, тем более ценным тебя считали. Для маленького Джона это стало первым фундаментальным уроком. Финансовая независимость – ключ к уважению и власти. Но стабильность продлилась недолго. Однажды отец просто исчез. Без предупреждения, без объяснений. Уехал в Канаду, завел вторую семью и больше не вернулся. Это был момент, когда Джон Рокфеллер окончательно сформировал свое мировоззрение. В 14 лет он впервые столкнулся с мыслью: надежды на поддержку нет. Каждый сам за себя. Он быстро осознал, что теперь в семье некому обеспечивать будущее. Значит, он должен взять эту роль на себя. В 16 лет он принял первое важное решение. Он не пойдет по пути отца, полагаясь на хитрость и удачу. Он выстроит систему, в которой все будет работать по его правилам. Так начался его путь в мир бизнеса. Большинство подростков в 16 лет мечтают о развлечениях, друзьях, возможно, о том, куда пойти учиться. Джон Рокфеллер мечтал о другом, о деньгах. Но он не собирался ждать удачного случая или надеяться на наследство. Он знал, что деньги можно создавать, если понять, как работает рынок. Рокфеллер не был человеком, который полагался на случайность. Когда он решил устроиться на работу, он лично обошел 100 компаний. Стучался в двери, просил о встречах, убеждал, что именно он им нужен. 99 раз ему сказали «нет», но на 100-й попытке его приняли в маленькую бухгалтерскую фирму. Ему было 16 лет, у него не было связей, денег, образования, но он сразу выделился среди сотрудников. Пока коллеги работали с 9 до 5, он приходил к 7 утра и уходил ближе к полуночи. И он не просто выполнял задачи, он изучал, как движутся деньги. Бухгалтерия – это не просто учет доходов и расходов. Для Рокфеллера это было окно в мир бизнеса. Он видел, как компании зарабатывают, где они теряют, какие сделки приносят прибыль. Он понял главный секрет богатых людей.
Важно не просто зарабатывать, а управлять денежными потоками. Через 2 года его доход вырос в несколько раз. К 19 годам он уже зарабатывал больше большинства взрослых мужчин. Но он не собирался оставаться наемным работником. В один момент он осознал: пока я работаю на кого-то, я ограничен в доходе. Если я создам собственный бизнес, мой доход будет зависеть только от меня. И он сделал следующий шаг. 19 век – время, когда Америка стремительно менялась. Железные дороги соединяли города, фабрики выпускали товары, идущие на экспорт, а промышленность требовала новых источников энергии. И вот внезапно появилась нефть. До середины 19 века освещение в домах обеспечивалось свечами или лампами на китовом жире. Но китов ловили все меньше, жир дорожал, а промышленность нуждалась в более доступном и дешевом топливе. В 1859 в США был пробурен первый нефтяной колодец, и началась нефтяная лихорадка. Сотни людей бросились бурить землю, мечтая стать богачами. Казалось, что все просто. Качаешь нефть, продаешь, становишься миллионером. Но 99% нефтедобытчиков прогорели. Почему? Они видели в нефти товар, а не инструмент. Рокфеллер был другим. Вместо того, чтобы вкладываться в добычу нефти, как все остальные, он проанализировал рынок. Вот что он заметил. Нефти много, но она нестабильна. Сегодня цена на нее высокая, завтра обрушивается. Транспортировка – это хаос. Маленькие компании не могли договориться с железными дорогами. Цена перевозок была неоправданно высокой. Качество керосина нестабильно. В те годы керосин часто был неочищенным и взрывоопасным. Рокфеллер сделал ставку не на добычу, а на переработку и логистику. Он вложил деньги в нефтеперерабатывающие заводы, а не в бурение. Он договорился с железными дорогами о специальных тарифах. Он создал систему, при которой нефть работала на него, а не наоборот. Пока другие искали нефть, он создавал империю, и этот шаг сделал его миллиардером. Когда Рокфеллер начинал строить свою нефтяную империю, рынок был хаотичным. Десятки компаний пытались заработать, но сталкивались с нестабильными ценами, сложностями транспортировки и низким качеством продукции. Большинство нефтяников видели конкуренцию как неизбежное зло, но для Рокфеллера конкуренция была препятствием, которое нужно устранить. Он не собирался просто работать лучше. Он собирался сделать так, чтобы работали только на него. Первый шаг к этому – контроль над инфраструктурой. Добывать нефть мог любой, но перевозить и перерабатывать ее в больших объемах было сложнее. Он заключил секретные договоренности с железнодорожными магнатами, обеспечив себе эксклюзивные скидки на транспортировку нефти. Это означало, что его себестоимость была ниже, а цены конкурентоспособнее, чем у любых соперников. Второй шаг – полное подчинение рынка. Вместо того, чтобы воевать с конкурентами за долю, он просто их покупал. Если кто-то отказывался продавать бизнес, он устраивал экономическую осаду, снижал цены ниже себестоимости, вынуждая оппонентов работать в убыток. Когда компании оказывались на грани разорения, он предлагал сделку, и они сдавались. Третий шаг – создание системы, исключающей случайности. В 19 веке керосин был некачественным, часто взрывался, его боялись использовать. Рокфеллер вложился в стандартизацию, создал процессы очистки, обеспечил стабильное качество, ввел единые нормы. Люди быстро поняли: если хочешь безопасный продукт, покупай Standard Oil. Эти 3 тактики позволили ему разгромить всех конкурентов. Через 10 лет его компания контролировала 90% нефтепереработки в США. Он не просто участвовал в бизнесе, он создал правила игры и следил, чтобы никто не мог их обойти. Когда Standard Oil превратилась в абсолютную монополию, многие начали задаваться вопросом: кто теперь управляет американской экономикой? Правительство или Рокфеллер? Его влияние распространялось на все – железные дороги, банки, политику. Он не просто продавал нефть, он контролировал ключевые сферы, от которых зависела страна. Первые тревожные сигналы появились в 1880-х. Журналисты начали публиковать материалы о том, как именно Standard Oil захватывает рынок, уничтожает конкурентов и влияет на политиков.
Среди тех, кто решил бросить вызов Рокфеллеру, была журналистка Ида Тарбелл. Ее отец когда-то владел небольшой нефтяной компанией, но разорился после атаки Standard Oil. Теперь она собиралась разоблачить всю схему. Ее серия статей описывала секретные договоренности с железными дорогами, методики давления на конкурентов и подкупы чиновников. Общественный гнев рос, и, наконец, правительство не могло больше игнорировать происходящее. В 1911 году Верховный суд США постановил: Standard Oil должна быть разделена на 34 независимые компании. Это было крупнейшее антимонопольное разбирательство в истории Америки. Многие думали, что это конец эпохи Рокфеллера. Но вместо поражения случилось неожиданное. Когда Standard Oil раскололась, акции каждой из новых компаний подорожали. А Рокфеллер, который сохранил контрольный пакет акций, стал еще богаче. Разделение не ослабило его, а увеличило его состояние в несколько раз. Этот процесс доказал главное. По-настоящему богатый человек – это не тот, у кого есть деньги, а тот, кто управляет системой. Даже когда государство пыталось его уничтожить, он вышел из игры победителем. Когда твоя компания контролирует почти всю нефтяную отрасль страны, а твое имя становится синонимом жестокой монополии, рано или поздно возникает вопрос: что делать дальше? Для Рокфеллера это был не просто вопрос бизнеса, а вопрос выживания. После решения Верховного суда о разделении Standard Oil он уже не мог действовать так, как раньше. Но если нельзя контролировать рынок напрямую, можно управлять общественным мнением. В начале 20 века общество ненавидело Рокфеллера. Для простых людей он был символом алчности, человеком, который разрушал семьи и подминал под себя малый бизнес. Газеты называли его «Мефистофелем Америки», а карикатуры изображали его в образе осьминога, протягивающего щупальца во все сферы жизни. Политики публично осуждали его методы, а активисты требовали новых законов против монополий. Рокфеллер сделал то, чего никто не ожидал. Он начал раздавать деньги. Но не просто раздавать, он создал крупнейшую в истории систему благотворительности. Он финансировал строительство университетов, больниц, исследовательских центров. Он вложил миллионы в медицину, помогая искоренить болезни, такие как желтая лихорадка и малярия. Он даже финансировал исследования в области образования, создав систему стипендий для студентов. Но был ли он действительно щедрым человеком? Или это был расчетливый ход? Многие считали, что это гениальная пиар-стратегия. Он не просто жертвовал деньги, он делал это на публике. Камеры фиксировали, как он раздавал монеты беднякам, как пожимал руки студентам, как беседовал с врачами. Постепенно его образ начал меняться. Из кровавого бизнесмена он превратился в мудрого старца, который думает о будущем человечества. Ирония в том, что Рокфеллер занимался благотворительностью с самого начала своей карьеры. Еще в молодости он следовал принципу десятины, отдавал часть доходов на нужды общества. Но только когда его репутация оказалась под ударом, он сделал это частью стратегии управления имиджем. Когда речь заходит о деньгах, которые исчисляются миллиардами, всегда появляются слухи о тайных заговорах. Клан Рокфеллеров не стал исключением. После того, как Джон Дэвисон отошел от дел, в центре внимания оказались его дети и внуки. Их влияние распространилось далеко за пределы нефтяной отрасли. Один из сыновей, Джон Рокфеллер-младший, не просто продолжил дело отца, он начал формировать глобальную сеть влияния. Именно он финансировал строительство знаменитого Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Именно он помог создать здание ООН, выделив под него землю и средства. Именно его дети стали сенаторами, губернаторами, послами. В середине 20 века начали появляться теории, что семья Рокфеллеров управляет миром из тени. Их связывали с крупнейшими банками, политическими элитами, международными организациями. Ходили слухи, что они финансировали обе стороны во Второй мировой войне, что они контролировали Федеральную резервную систему США, что именно они стояли за созданием Всемирного банка и МВФ. Насколько это правда, решать каждому.
Но факт остается фактом. Рокфеллеры не просто владели нефтью, они имели влияние на всю мировую экономику. Их фонды финансировали научные исследования, медицинские проекты, образовательные инициативы. Они создавали институты, которые формировали экономическую политику стран. Но главный вопрос остается открытым. Это было искреннее желание развивать мир или просто новый способ контролировать его? Возможно, наследие Джона Дэвисона Рокфеллера – это не нефть и не деньги, а способность управлять обществом так, чтобы оно даже не осознавало этого. История Джона Дэвисона Рокфеллера – это не просто биография богатого человека. Это руководство по тому, как изменить свою жизнь, как построить империю и как управлять миром, не занимая официальных постов. Его подход к бизнесу, деньгам и власти остается актуальным даже спустя столетия. И хотя его методы вызывали ненависть у конкурентов и восхищение у экономистов, он доказал главное – богатство не приходит случайно, оно создается по четким правилам. Первое правило – контроль важнее владения. Рокфеллер не пытался захватить все скважины и заводы. Он создавал такие условия, при которых даже его конкуренты работали на него. Он понимал, что деньги текут туда, где создается система. Если ты контролируешь логистику, переработку, цены, рынок, ты не зависишь от удачи. Второе правило – эффективность важнее скорости. Пока другие нефтяники пытались увеличить объемы добычи, Рокфеллер сосредоточился на оптимизации процессов. Он выстраивал логистику, снижал затраты, стандартизировал качество. Он понимал, что в бизнесе выигрывает не тот, кто делает больше, а тот, кто делает правильнее. Третье правило – инвестиции в людей приносят больше, чем инвестиции в ресурсы. Он окружал себя не просто талантливыми сотрудниками, а людьми, которые мыслили так же, как он. Он создавал долгосрочные партнерства, покупал не только заводы, но и преданность специалистов, которые потом помогали ему строить империю. Четвертое правило – деньги приходят к тем, кто умеет ждать. Рокфеллер никогда не действовал сгоряча. Он мог терпеливо ждать идеального момента, чтобы купить компанию, заключить сделку, нанести удар по конкуренту. Он знал, что выигрывает тот, кто умеет смотреть на 10 ходов вперед. Пятое правило. Власть важнее репутации. Его ненавидели, его проклинали, его обвиняли во всех смертных грехах. Но в конечном счете он управлял экономикой, а не его критики. Он понимал, что лучше быть эффективным и влиятельным, чем любимым. Ведь в бизнесе выигрывают не те, кто нравится всем, а те, кто умеют управлять правилами игры. Эти принципы сделали его богатейшим человеком своего времени. И, возможно, они актуальны и сегодня. Прошло больше века с тех пор, как Джон Дэвисон Рокфеллер построил свою империю. Его уже давно нет в живых, его компания Standard Oil распалась, а мир изменился до неузнаваемости. Но даже сейчас, в 21 веке, его наследие продолжает определять глобальную экономику. Его потомки по-прежнему входят в элиту мировой политики и финансов. Банк, основанный на капитале Standard Oil, сегодня является частью JP Morgan Chase, одной из крупнейших финансовых структур планеты. Компании, которые когда-то вышли из Standard Oil, превратились в таких гигантов, как ExxonMobil, Chevron, BP. Они по-прежнему контролируют мировой рынок нефти, определяют цены, заключают контракты с правительствами. Его подход к бизнесу стал стандартом для корпораций. Монополизация, интеграция, контроль над цепочками поставок – эти принципы используют Google, Amazon, Apple, Facebook. Каждый современный техногигант строит свою империю по лекалам, созданным Рокфеллером. Но главное наследие – это сам принцип управления миром. Он доказал, что самые могущественные люди не те, кто занимают государственные посты, а те, кто контролирует финансовые потоки. Политики приходят и уходят, но деньги остаются. И если ты управляешь экономикой, то рано или поздно будешь управлять и странами. Рокфеллер умер в 1937 году в возрасте 97 лет. Он не дожил до 100 лет, как мечтал, но прожил дольше большинства своих современников. И что самое важное, он оставил после себя не просто деньги, а систему, которая продолжает работать даже без него. Кто-то считает его злодеем, кто-то гением, но одно можно сказать точно. Он был человеком, который не просто зарабатывал деньги, а создавал правила, по которым живет мир. Может ли быть так, что мы до сих пор живем в мире, который создал Рокфеллер? Может быть, его система не исчезла, а просто трансформировалась в новую форму?
Ведь если тогда нефть была ключевым ресурсом, который определял богатство, то что теперь является новой нефтью? Кто сегодня создает новые монополии? Кто диктует правила экономики? Кто стоит за крупнейшими корпорациями мира? Если вам интересно узнать, кто современные Рокфеллеры и как они управляют миром, то это уже совсем другая история. Но мы обязательно ее расскажем.